Привет, друзья! Сейчас послеобеденные новости Европы. В Германии опубликован свежий рейтинг популярности политиков и партий, но они формируют смешанную картину для правящей коалиции. Альтернатива для Германии АфД удерживает первое место в воскресном опросе, тогда как позиции канцлера Фридриха Мерца остаются сравнительно низкими на фоне обсуждений возможных изменений в общественных настроениях. Одновременно в Брюсселе обсуждают возможность пересмотра запрета на автомобили с двигателями внутреннего сгорания после 2035 года. Германия настаивает на более гибком подходе, а вокруг будущего автопрома в ЕС идет активное политическое обсуждение. Не менее активно обсуждается и миграционная тема. Власти Германии начали повторную проверку тысяч сирийских дел о предоставлении убежища, и это решение уже стало предметом обсуждения внутри страны на уровне ЕС. Есть и экономические сигналы. Крупный многомиллиардный заказ получает немецкая судостроительная отрасль, что может сегодня стать редким позитивным фактором для промышленности всей Германии. Но это еще не все. Есть одно решение, которое вызывает вопросы у немецкого общества. Почему, несмотря на сокращение числа депутатов, расходы на Бундестаг продолжают расти? Обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, в Германии опубликованы свежие результаты рейтинга популярности политиков и партий. Согласно исследованию Института Инса, самой популярной политической фигурой остается министр обороны Борис Писториус. СДПГ удерживает первое место. Второе место занимает премьер-министр Баварии Маркус Зёдер, ХСС. Третье – премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии Хенрих Вюст. Лидер партии «Альтернатива для Германии» АфД Алис Вайдель удержала пятую позицию и по-прежнему считается самой популярной женщиной-политиком Германии. В рейтинг также вошли Александр Домбрин, четвертое место, Торстен Фрай, ХДС, шестое, и Юлия Клёкнер, ХДС, опустилась с шестого на седьмое место. Ларс Клинболи, СДПГ, занял восьмое место. Министр труда Бербель Бас, СДПГ, улучшила свои позиции с 16 на 12 место. Руководители левой партии Хади Рахинек и Инес Шветнер находятся на 13 и 15 местах соответственно, а лидер зеленых Франциско Брантнер и Катерина Дрёки занимают 16 и 17 места. Канцлер Германии Фридрих Мерц ХДС остается на 19 месте, а лидер фракции ХДС-ХСС Йенс Шпан на последнем 20 месте. В новом воскресном опросе АфД остается на первом месте с поддержкой 26%. Союз ХДС-ХСС получает 25%, а СДПГ 14%, что в сумме дает 39% для действующей черно-красной коалиции. На четвертом месте идут зеленые и левые с 10,5%, а союз Сары Вагикнех и ФДП не преодолевают 5% барьер, набирая 4,5% и 4% соответственно. Следующая новость также имеет значение для Германии. Европейская комиссия готовит изменения в правила, касающиеся запрета автомобилей с двигателем внутреннего сгорания после 2035 года. По предварительной информации, Брюссель собирается смягчить действующие ограничения, которое должно было полностью запретить продажу новых машин с бензиновыми и дизельными двигателями к 2035 году. Вместо этого предлагается разработать новые механизмы оценки выбросов, при которых часть автомобилей с традиционными двигателями могла бы оставаться на рынке при условии компенсации выбросов другими способами, например, через использование альтернативных видов топлива или зеленой стали в производстве. Это предложение вызвало активную политическую дискуссию внутри Евросоюза. Канцлер Германии Фридрих Мерц публично поддержал идею более гибкого подхода, подчеркнув, что производство автомобилей и соблюдение конкурентоспособности европейской промышленности должно сочетаться с достижением климатических целей. Его позиция отражает интересы всего автомобильного сектора Германии, который настаивает на том, чтобы период адаптации был более длительным и технологически нейтральным. С другой стороны, в Брюсселе такие инициативы обсуждаются на фоне более широкой климатической повестки. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что политика в области транспорта должна сочетать амбициозные климатические цели с реалистичными сроками и техническими возможностями производителей и потребителей. При этом окончательное предложение еще предстоит согласовать с Европейским парламентом и странами-членами ЕС. Критики изменений, включая экологические организации и часть производителей электромобилей, предупреждают, что смягчение плана может ослабить темпы перехода к нулевым выбросам и создать неопределенность на автомобильном рынке.
Однако сторонники более гибкого подхода убеждены, что это позволит сохранить рабочие места и укрепить позиции европейской автомобильной промышленности в глобальной конкуренции. Следующая новость связана с обсуждением курса канцлера Фридриха Мерца. Германия проверит, внимание, 16 тысяч сирийских дел о предоставлении убежища. Федеральное министерство внутренних дел под руководством министра Александра Домбреда начало повторную проверку, чтобы определить, сохраняют ли заявители право на статус убежища. В результате проверки статус части заявителей может быть пересмотрен, что повлечет необходимость дальнейшего рассмотрения их правового положения. Процесс затрагивает преимущественно тех сирийцев, которые получили убежище ранее и находятся в Германии уже несколько лет. По данным ведомства, проверка необходима для того, чтобы исключить случаи, когда основания для статуса больше не действуют и требуется дополнительная правовая оценка дальнейшего пребывания. Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что соблюдение закона о миграции остается приоритетом, и Германия должна сочетать гуманитарные обязательства с безопасностью и справедливостью по отношению к гражданам. В Брюсселе вопрос также обсуждается на уровне ЕС. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что европейские государства должны совместно работать над эффективной миграционной политикой и возвратом лиц, которым убежище предоставлено неправомерно. Повторная проверка может затронуть тысячи людей, а ее результаты будут учитываться при дальнейшем формировании миграционной политики Германии и Евросоюза. Однако повестка дня на этом не исчерпывается, и крупнейшая судостроительная компания Германии Мейерверф получила многомиллиардный заказ на строительство нескольких круизных лайнеров. Сумма контракта достигается несколько миллиардов евро, как я сказал, и проект обеспечивает рабочие места для тысяч сотрудников верфи в Ростоке. Заказ стал возможным благодаря долгосрочным контрактам с иностранными круизными компаниями, которые рассчитывают на новые экологически чистые суда с современными технологиями энергоснабжения. Это позволяет Мейерверф не только сохранить производство, но и укрепить позиции Германии на мировом рынке судостроения. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что такой крупный заказ подтверждает силу немецкой промышленности и важность поддержания рабочих мест в регионах с развитым производством. Он подчеркнул, что государство будет также содействовать реализации подобных проектов, которые укрепляют экономику и экспортный потенциал страны. В Брюсселе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что инвестиции в экологически чистое судостроение соответствуют европейской стратегии промышленного развития и помогают всему ЕС оставаться конкурентоспособным на мировом рынке. Таким образом, Мейерверф получает возможность развивать производство, сохранять рабочие места и одновременно реализовывать современные экологические стандарты в судостроении, укрепляя позиции Германии и Европы на международной арене. И это еще не все новости сегодня. Бундестаг Германии в ближайшие годы станет меньше. Планируется 598 депутатов. Но несмотря на сокращение числа парламентариев, внимание, расходы на содержание парламента могут вырасти. В 2024 году бюджет на Бундестаг составил почти 1,1 миллиарда евро. Экономия на зарплатах будет частично компенсирована ростом затрат на персонал и инфраструктуру. Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что цель реформ – это повысить эффективность работы парламента и сократить бюрократию, при этом качество законотворчества останется приоритетом. На этом пока все. Вы слушали последние новости Германии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.